Друзья, привет! С вами Олеся. И сегодня у нас будет небольшое весеннее видео. Покажу вам, как у нас тут на юге Италии погода, что происходит. Прогуляемся по рынку. Привезли много ярких, красивых вещей. Буквально в каждой точке висит что-то очень-очень яркое. Наверное, это будет модно этим летом, поэтому очень хочется с вами этим поделиться. И после этого хочу с вами поговорить немножко про Пасху в Италии. Специально для вас подсняла несколько интересных фрагментов про традиции, про то, что покупают к столу. В общем, я надеюсь, что вам будет интересно. Если это так, то продолжайте смотреть. И начнем мы с вами с погоды. Смотрите, что у нас творится. Видите, какое безобразие. Конец марта, начало апреля, а у нас холодно. Холодно, ребята, на улице. 15 градусов. Периодически выглядывает солнышко и тепло, и как-то это вот ты прогреваешься на улице. Но на самом деле необычно холодная весна в этом году на юге Италии. И даже град у нас тут шел на самом юге, в Саленто. В это время это вообще как бы нереально просто. Но вот такое вот происходит. Сейчас хочу вам показать небольшую зарисовку из солнечного дня, из такого момента, когда у нас солнышко светит. Видите, тут соседи болтают друг с другом возле домов, родители гуляют с детками на детской площадке, молодежь тусит в барах, ресторанчиках, все прогуливаются вдоль моря. Давайте по площади пройдемся ближе к порту, ближе к рыбакам. Здесь вот точки, на которых рыбаки продают свой улов. Как обычно, в это время уже почти никого нет. Я всегда говорю, что нужно подходить утром пораньше для того, чтобы купить себе самых лучших морепродуктов к обеду. Здесь пришвартованы рыбацкие лодочки, катера, яхты. И видите, у нас тут уточки гуляют. Я уже про них рассказывала. Это утки, насколько я понимаю, пресноводные, водоплавающие утки. Почему они живут в море, это какое-то чудо. Хотя мне где-то написали комментарий, что, возможно, есть такие утки, которые живут в соленой воде. Но, тем не менее, у нас здесь в морском порту прижилась семья уже давно, уже лет 5 назад. Сначала это было 3 уточки, там селезень и 2 гусыни, а теперь уже их много-много развелось, за ними ухаживают, их подкармливают, и они у нас тут тусят. Вот, а с той стороны порта, видите, там стена, которая ограждает порт, да, такой вал, и в этом месте любит тусить молодежь. Они там собираются, пиво пьют, на солнышке греются, общаются. В общем, там проходит у них куча интересных событий. Ну вот такая вот небольшая зарисовка, видите, люди гуляют. Как можете видеть, в порту тут немножко грязновато с этой стороны, да, тут, ну, что есть. Показываю вам без прикрас, как говорится, все как есть. А сейчас, друзья, пойдемте с вами на рынок. Я просто включу музыку приятную и покажу, что я увидела на нашем небольшом рыночке в эту среду. Кстати, рынок проходит тоже здесь, в этом же порту, просто в определенные дни. В среду до обеда движение перекрывается, выставляются палатки, приезжают камьоны, здесь называют, то есть грузовички специальные торговые. Они раскладываются, делают свою торговую точку, и здесь все и продается. Давайте посмотрим на эти яркие, сочные цвета, а потом поговорим с вами про Пасху.
Вот эти с листочками, это типа символ пули? Нет? Это же эти, Наташ, это артишоки. Артишоки. И их нужно дарить в подарок, потому что если ты его сам купишь, то ничего не значит. Но если тебе его подарили, то это на удачу. Да. И богатство, и чего он там только не несет. Вот эти все артишоки. Спрашивали немножко рассказать еще раз про пасхальные традиции. Я уже рассказывала, но давайте еще раз. Что должно быть на столе обязательно во время Пасхи у итальянцев? Это, конечно же, такой пирог, который называется коломбо. Родственник нашего пасхального кулича. Ну, конечно же, здесь есть свои традиции, свои рецепты, в каждом регионе свои. И что отличает этот пирог? То, что его делают в форме голубя, в форме голубки. Поэтому называют коломбо. Коломбо – это голубка. Ну вот видите, сейчас я показываю коломбо из Вероны от Баули. Да, стоит такая 5,99. Майна тоже популярная марка. Другие есть коломбы. Вот еще шоколадная какая-то такая есть от Балокко. Видите, она в форме непонятного голубя. Вот такая вот еще Балокко коломбо. Видите, они все с миндалем сверху, с сахарной присыпкой. Внутри тоже может быть миндаль, может быть изюм, может быть ничего. Вот в такой форме голубя, коломбо. Такие по 6,99. Вот еще такие. В общем, фирмы разные могут быть, начинки разные, рецепты разные. Тремари тоже очень хорошие. А вот сразу можно взять набор. То есть канти. И, то есть бутылочку вина и сразу пасхальный пирожок в форме, конечно же, голубки, в форме голубя. Вот. Так, что-то там объявили. Он меня перебивает. Так, хорошо, показала вам. Вот еще какая-то коломбо ди Коста с фисташковым кремом. Такая стоит 10,90. Ну и, естественно, что должно быть еще обязательно на Пасху, это шоколадные яйца. Сейчас вам покажу немножко. Ну вот, например, от Линдер такие по 14,90 с шоколадом, с фундуком. Очень вкусные шоколадные яйца. Их дарят детям, их дарят родственникам, их дарят всем от разных фирм. В этом году... Так, сейчас, подождите, я немножко еще с другой стороны зайду. Вот такие, видите? Они бывают шоколадные, например, молочный, белый шоколад с орехами. Ну, вот такое яйцо. 10,90. Внутри яйца пустые и какой-нибудь сюрприз лежит для деток. Каждый год многие фирмы выпускают яйца шоколадные. Дети иногда рекламы насмотрятся, просят какие-нибудь особенные. Женя, например, попросила в этом году яйцо с орехами. Вот видите, здесь из шоколад фонденте, то есть горький шоколад. Такое яйцо будет стоить 19,90 от фирмы Novi. Вот, ну, разные. Делают огромные для отелей, такие делают, знаете, в человеческий рост яйцо, может быть. Это очень-очень прикольно. Вот сейчас женщины рядом со мной стоят и обсуждают, что мы хотели от Линд, но их уже нету. Вот, ну, вот такая вот небольшая зарисовка. Часто от Киндер мы покупаем тоже шоколадные яйца. Вот. Так, там женщины громко возмущаются, выбирают, что яйцо не такое, как, как ребенок заказал.
Друзья, вы просили рассказывать больше о итальянских традициях. Вот у нас сейчас Сеттимана Санта, это период с вербного воскресенья, Доменика деле Пальмы и до Пасхи. Расскажу вам про Сеполькро. Сеполькро – это такие алтари, которые устанавливают в церквях в Страстной четверг после мессы. В это время освещается только само Сеполькро, а остальные комнаты церкви темные в знак боли, потому что начались страсти Иисуса Христа. На алтаре много символических предметов. Стол, символ жертвоприношения, урна, хлеб, 12 блюд апостолов и скиния, где находится Евхаристия, а также белые цветы, вино, сваренное с ладаном, семена пшеницы, проросшие в темноте. Еще ставят таз, кувшин с водой и полотенце. Белые цветы, вино с благовониями, пшеница, пророщенная в темноте – это символ перехода от смерти Иисуса к его воскрешению. Блюдо и хлеб для 12 апостолов, а также вода в кувшине и полотенце – это напоминание о Тайной вечере Христа с апостолами. В эту ночь надо посетить нечетное количество храмов. Некоторые ограничатся тем, что идут в одну церковь посмотреть Сеполькро, а другие могут ходить по церквям всю ночь. Дело в том, что многие старинные храмы могут не работать всю ночь, весь год, быть закрыты, но именно в эту ночь обязательно открываются и устраивают Сеполькро. Мы заехали в 3 храма, и самый примечательный из них, я вот сейчас его показываю, это Сантуарио Мадонна делла Грота в городе Мадуньо. Античная церковь в Гроте маленькая, но очень-очень красивая. Меня она впечатлила. Несмотря на поздний час, к этому храму приехало много людей. Помолиться, исповедоваться и, конечно же, посмотреть на Сеполькро, которую устроили в этой церкви. Вот так вот она выглядит с улицы. Очень-очень уютное место, и мне очень понравилось. Вообще такая интересная традиция. В этом году я впервые ездила смотреть Сеполькро. До этого не ездила, но, тем не менее, я снимала вам другие традиции, например, шествие с Мадонна о Долората. Я постараюсь оставить внизу ссылку под этим видео, чтобы вы могли его посмотреть, и всякие другие шествия. В общем, рассказываю вам по мере возможности, рассказываю про итальянские традиции. Как вам такая традиция? Понравилась вам или нет? Напишите, что про это думаете. Вот такое видео у меня получилось. Друзья мои, я надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, что я немножечко подняла вам настроение солнечными кадрами из Италии. И всех вас обнимаю, целую. Желаю всем чудесного настроения. Поздравляю всех с праздником Пасхи. И тех, кто уже отметил, как католики, да, и тех, кто только будет отмечать в эти выходные. Всех вас поздравляю с светлым воскресением Христовым. Желаю вам всем любви, здоровья, удачи, мирного неба над головой. И увидимся в следующем видео. Чао-чао, тути, всем пока-пока.